Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какое же приятное знакомство произойдет в скором времени у вас. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Так. Знаете, вот у вас какое-то сейчас такое настроение, вроде бы и одиночество с одной стороны, но как будто вот вы начинаете вот именно кайфовать от этого состояния. Вот вы начинаете приходить в себя, если еще совсем недавно, вот вы были так более как-то агрессивно, так и настороженно настроены, да, вот и к людям, к окружению, к женщинам тем более, то сейчас как будто, вот знаете, вы начинаете входить во вкус. Вы понимаете, что не так уж и плохо быть одному, да, вы понимаете, что вот это вот состояние, в котором вы сейчас пребываете, да, когда нет рядом женщины любимой, от этого тоже можно получать вот то самое удовольствие, которое можно получать и вдвоем. У каждого свои предпочтения. Вот вы уже понимаете, что никто вам не будет мозг выносить. Вы можете тратить деньги на себя, там, куда вы хотите, покупать, что вы хотите, и никто вам за это ничего не скажет. Ну, то есть вы такой, вот знаете, хозяин своей жизни, и вам это очень и очень начинает нравиться. Так, что еще у вас? Вами, знаете, вот по жизни люди довольно часто манипулируют. Вот я могу вам сказать. Манипуляции как-то вот идут еще у вас по жизни. Очень многие и женщины, и мужчины. Это могут проигрываться и друзья-приятели, и коллеги. То есть очень легко с вас свить веревки. Несмотря на то, что вы, вы не слабый мужчина, вы довольно сильный, и духом сильный, и физически сильный. Но бывает, даете слабинку, я вам скажу. Люди это чувствуют. Они вот именно пользуются тем, что вы бываете периодически такой вот наивный, доверчивый, да, они вам нарассказывают разных сказок, а потом вам это все расхлебывать. То есть бывают такие неприятные моменты. Вы, товарищ, такой вот, живчик, активный, я бы сказала. Вы не будете, так слишком долго лежать на диване и смотреть телевизор. Вам просто скучно от этого станет. Да, конечно, отдыхать это святое дело, это все отдыхают. Но именно вот вы такой, знаете, по темпераменту, очень активный, вы очень такой страстный человек. Вы постоянно должны быть чем-то заняты, да, вам могут даже люди иногда говорить, ну когда же ты устаешь, ты вообще когда-нибудь там отдыхаешь, да, как ты проводишь вообще свой отдых, когда ты что успеваешь, да, у тебя сколько дел, ты постоянно как белка в колесе, ты крутишься, у тебя миллион дел за один день, ну то есть вы постоянно вот что-то делаете, да, вечером вы можете упасть без задних ног, конечно. Но такой вот вы очень активный. Так, что еще проигрывается в вашей жизни? Что же вас ждет? Вот женщин на данный момент я не вижу, но у вас появится в вашей жизни новая женщина. Это будет совершенно незнакомая дама. Она появится очень и очень резко, очень неожиданно. Вот знаете, какая-то приятная неожиданность. Неожиданность, вот как я говорила, название расклада, да, приятное знакомство. Именно неожиданное приятное знакомство. Вот она появится, знаете, именно в тот момент, когда вот знаете, вот такое ощущение, что вот вы утром проснулись, то ли вам сон какой-то приснится, такой вот, знаете, трепетный, что вам захочется просто вот, чтобы появилась у вас женщина, когда вам наскучит быть одному. Вот там наверху, да, вот Вселенная, они ведь все видят, все слышат, и они знают, когда лучше кого нам послать, да, вот половину нашу, либо же просто какого-то партнера, да, на какой-то период. И вот знаете, как будто вот мистическим образом, вот вы встаете, да,
И почему-то вот у вас мысль такая появится, вот хорошо бы, если бы была женщина, да, вместе бы там пошли куда-то, поехали, досуг провели и так далее. То есть у вас появится желание, опять же, это через какой-то период, да. Сейчас вы кайфуете от того, что у вас никого нет. Но потом, я делаю акцент на этом, да, чтобы никто не напутал ничего. Но придет время, и у вас появятся мысли, вот хорошо, если бы встретить хорошую женщину. И в скорости, вот после того, как у вас появится такой настрой, настрой на новые отношения, на новую женщину, вот Вселенная, знаете, как будто услышат ваши молитвы. Вот как говорят, Бог услышал ваши молитвы и пошлет вам эту женщину. Очень неожиданно, очень так непредсказуемо она появится. Причем появится, посмотрите, именно вот для любви. Вот для любви она будет дана, не для досуга, нет. Она, вот смотрите, вот она тоже будет на тот момент не свободна. Мужчин у нее нет, отношений, ну, не будет, вернее, да, мы на будущее смотрим. Она вот нацелена именно на сильного мужчину, но для стабильных отношений. Ей не нужны какие-то вот временные мальчики, да, абсолютно не нужны. Женщина будет, скорее всего, брюнетка, очень такая, ну, степенная, очень умная. Она взвешивает всегда все. Она 100 раз обдумает, прежде чем принять какое-то решение. Она очень такая, знаете, вот надежная. Вот надежная и хорошая хозяйка. Хотя, вот знаете, некоторым мужчинам и бывает, что вот скучно, вот если женщина такая слишком домашняя, слишком домоседка. Но, опять же, это кому что нравится, да, на вкус и цвет товарищей нет, как говорят. Поэтому вот смотрите, вас как будто, знаете, свыше вот сведут именно вот на том же месте в тот же час. Она ищет такого мужчину серьезного, и вам захочется на тот момент встретить женщину именно для серьезных отношений. Поэтому так оно у вас и получится. Так, и как же будут у вас развиваться отношения? Что же за приятное знакомство у вас будет? Так, причем знакомство, посмотрите, оно именно для любви, еще раз говорю, да, у нас туз кубков даже выпал. Знакомство будет связано, опять же, как-то, вот знаете, то ли она будет куда-то вот ехать, вы, может быть, и будете, я не знаю, там, и не будете никуда прогуливаться, да, там будете где-то, но она будет в тот момент знакомства, да, вот она будет куда-то спешить. Вы, может быть, да, будете и идти просто по дороге. У кого-то это может проиграться и в транспорте. Кто-то, еще раз говорю, кто-то будет просто идти, а она, да, вот как-то вы столкнетесь с ней неожиданно. Вот как будто налетели на нее, знаете, вот как в фильмах бывает. Шел, задумался и случайно врезался в женщину, налетел. Ну, то есть она будет куда-то спешить. Вы, знаете, вот такое ощущение, что вот вы когда вот, ну, будем считать, что вот вы случайно там налетели, да, на женщину, вы, допустим, слово за слово, да, вы извинитесь, да, скажете там, простите, извините, вы настолько вот, она понравится вам с первого взгляда, вот когда говорят, что ёкает, да, когда ёкает от именно внешности женщины. Да? Сначала мужчина в первую очередь смотрит на внешность, на фигуру женщины, и от этого никуда не денешься. Это стопроцентная правда, что бы мне ни говорили. То есть она понравится вам сразу. Это будет настолько неожиданно, неожиданно, знаете, вот соприкосновение взглядов, соприкосновение какой-то, ну вот вашей энергетики, да. Вы, вот именно вы здесь возьмете инициативу в свои руки. Она будет спешить, да, она сразу же вот, допустим, обменялись телефонами, да, вот вы познакомились с ней, и она убежала, либо же уехала. Вот в какой-то этой ситуации будет, может быть, даже на остановке, да, но здесь как бы не написано именно в каком месте. То есть вы, получится, что вы столкнулись,
Разнакомились быстренько, там пару минуточек, и все, она как бы телефончик оставила и убежала. Потому что она будет, еще раз говорю, очень будет спешить куда-то эта женщина. Так, причем отношения, знаете, вот она будет, несмотря на то, что она вроде бы домашняя, но у нее очень такой серьезный подход к любви, к отношениям. Она будет очень сильно присматриваться. Вот вы будете, знаете, как мальчишка влюбленный поначалу бегать. Вот эти розовые очки будут. Будет какая-то, вот знаете, я не знаю, мечтательность. Вот как по молодости обычно вот влюбляются. Вот приблизительно так будет. Она же сначала будет как-то более так отстраненно, холодно держаться, потому что у нее были серьезные проблемы раньше с мужчиной, и она сейчас не очень доверяет. Она очень, так знаете, скрупулезно подходит к отношениям. Она может даже в чем-то проверять мужчин. Не нужно этого пугаться, потому что, ну, я уже опять же об этом рассказывала не раз. Многие люди проверяют друг друга, особенно на начальном этапе. Это не значит, что это там обман какой-то, нет. Это значит, что люди просто хотят уже не наступить на те же грабли. Это какие-то могут быть безобидные проверки. Но тем не менее ты смотришь, как человек отреагирует в той или иной ситуации. Да? Я в принципе, я сторонник таких проверок, потому что ну, не хочется, да, но никому не хочется второй раз на те же грабли наступить. Поэтому вот еще раз говорю, не бойтесь, если женщина поначалу, вот вы будете весь такой огонь любви, да, вот любовь с первого взгляда, стрелы Амура и все такое. Она будет более так насторожена, она просто опасается, у нее просто какие-то вот опасения, да, что а вдруг не получится, а вдруг обманут, да, вот она просто боится этого, да, вот у нее был сильный властный мужчина, который ну, предал ее. И теперь эта женщина этого опасается, поэтому не переживайте. Так, да, у нее было, посмотрите, у нее было серьезнейшее разрушение вот, отношений. Она прошла очень непростой этап. Но у вас оно будет, смотрите, вот вы загоритесь, да, вот смотрите, какая ситуация получается. Вам захочется быстро развивать эти отношения, вам захочется вот каких-то страстей, романтики, всего, а она будет более степенно к этому подходить. Вот она будет немного тормозить развитие отношений вот именно своим недоверием. Но не нужно этого бояться, еще раз говорю. Женщина очень и очень хорошая именно для серьезных отношений, но просто вот с израненной душой, так сказать. Очень постепенно это будет. Она будет, знаете, так присматриваться к вам и влюбляться, но постепенно. Она точно так будет влюбляться. У нас карта влюбленных, да, выпала, туз кубков, еще раз говорю, выпал. То есть у вас будет оно переходить в такой, знаете, этап из медленного в быстрый. То есть отношения из постепенных, они превратятся в более такие яркие, насыщенные, но это будет со временем, еще раз говорю. Если кто-то из вас ждет, что женщина сразу вот будет вся такая вот, я вся для тебя и все такое, да? Нет, она будет очень и очень степенно к этому подходить, поэтому не торопите, да, вот если понравится вам женщина, не торопите, дайте ей время. Пусть это все идет не спеша, пусть отношения, роман постепенно развиваются, но у вас это перейдет в стабильную, в крепкую и во взаимную любовь, что самое главное, да, это то, что вы оба хотите. То есть предупрежден, значит вооружен. Да? Я уже так очень подробно, скрупулезно вам рассказала, чтобы вы, ребята, не боялись. Если появится женщина, которая будет так, ну, холодновато, да, к вам относиться, она просто присматривается, еще раз говорю. Просто дайте ей время. Усмирите немного свои вот эти эмоции и страсти. Ну, усмирите их. Ну уж поработайте над собой, и тогда будет и на вашей улице праздник. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!